Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Снимаем, разумеется, на тот аппарат, про который мы сегодня рассказываем на вход. Микрофоны работают не фонтан, с одной стороны, с другой стороны неудивительно, потому что слева кричат дети, а справа довольно сильный ветер. И что бы я хотел сказать сразу. Этот девайс стоил, спойлер, в районе 10 тысяч рублей, когда курс на Али был приятным. Сейчас он, скорее всего, уже не особо приятный, если вы смотрите этот ролик. Но я не вангую. Почему? Потому что я не экономист. Я знаю, что за те деньги, которые этот аппарат стоит, 400 тысяч баллов в Antutu, 120-герцовая развертка у экрана, русский язык, разумеется, и там есть свои минусы. Но я никогда бы не подумал, что такие девайсы можно будет купить за такие деньги. С другой стороны, Q5 Pro уже был на канале, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Он на Снэпе 870. Здесь все намного проще, но и почти в 2 раза дешевле. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду с вами обозревать телефон Realme Q5. Realme Q5 Pro уже был на канале, еще будет Realme Q5i. И я напоминаю, что Realme Q5 Pro, допустим, это не копипаст Neo 3 или не копипаст Neo 2, это копипаст Realme GT Neo 3T. Да, у них тоже начинается какое-то сумасшествие с названиями, так же как у Xiaomi, но... С другой стороны, у них цены ниже, железо лучше и ПО меня больше радует. Упаковка точно такая же, как у Прошки, максимально беленькая. 6 гектар оперативы и 128 на борту. У Прошки, к слову, тоже есть версия 6128, хотя я покупал 8128, по-моему, 6128 раскупили. По этой причине у меня не получилось ее приобрести. Здесь же минимальную комплектацию у меня получилось приобрести. Разумеется, коробка вся побита. В лучших традициях, разумеется, версия для Китая с одной стороны, с другой стороны, я напоминаю, что у всех Realme, вне зависимости от обстоятельств, есть возможность завести раз Google сервисы, два, помимо этого всего, там есть, разумеется, русский язык. Мне даже не нужно для этого из коробки его вытаскивать, чтобы знать и рассказать об этом. Следующий момент. Как все это дело выглядит? Прошку я покупал в желтом цвете, поэтому не прошку я взял в белом. Эта модель Q5 тоже, по-моему, продается еще и в желтом цвете. Сразу плюс в карму — это фронталка, левый верхний угол. Не по центру, не люблю по центру. Type-C-шник минус в карму, потому что чуть-чуть смещен к крышке, чуть-чуть. Но есть мини-джек, хотя нет инфракрасного порта. Лично для меня актуален мини-джек. Почему? Потому что для игр лучше, чем проводные наушники, все равно никто никогда ничего не придумает. Физически невозможно быстрее, чем по проводу по воздуху передавать. Опять же, можете со мной поспорить. Почему? В первую очередь, потому что сами производители под Bluetooth наушники свои игры оптимизировать очень часто не хотят. Здесь у нас зарядка на 65 Вт, практически золотой стандарт, если брать во внимание, что Realme запихивает Vivo, IQO, вообще BBK-евская тусовка, в топы обычно 80 Вт. Где-то есть 150, 65 не так далеко и ушло. Учитывая стоимость данного аппарата, она нереально неприлично низкая. Следующий момент, что мы имеем здесь? Мы не видим направленного микрофона. Мы, скорее всего, сейчас увидим, когда это дело все активируется, подбородок. Сканер отпечатков пальцев, кнопки не в экране, и для меня лично, скорее всего, это даже лучше. Чехол довольно неплохой, химией, кстати, не пахнет, это раз-два. Чехол будет, получается, очень сильно менять цвет, так что, если хотите, чтобы цвет оставался тот же у смартфона, либо носите без чехла, либо следующий вариант развития событий, вы просто заказываете параллельно со смартфоном сразу еще чехольчик. Благо их на Али более чем достаточно. Здесь у нас бонус просто лютый. Почему? Гибридный слот для сим-карт. Что это значит? Вы можете запихать две симки, либо симку и карту памяти. Подбородок космос, 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 космос. Если брать вес 195 граммов, золотой такой стандарт, в руке вот так это все дело выглядит. 164 миллиметра высота, 75 миллиметров ширина. Отливают на одном заводе все. 10 мм с блоком камер, 10,7, без блока камер 8,5 мм. Напоминаю, что есть телеграм-канал взаимопомощи, там почти 14 тысяч человек. И телеграм-канал скидок больше 52 тысяч человек. К слову, я там рассказываю, каким образом сейчас покупать выгодно. Получается, на гигабайт прилетело обновление Android 12, он в принципе уже стоит. И Realme UI версии 3.0, это прям очень серьезно. О новой версии, скорее всего, описано все на китайском. Да.
Да, описано все на китайском, я переводить не собираюсь, мне это не интересно. Гуглы, разумеется, встанут без каких-то заморочек, все это уже пройденный этап. Из BBK-евских смартфонов у меня сейчас на тестах их 6. И все они интересные. На Neo 6 смотрим обязательно. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Но из самых интересных это, разумеется, соневские наушники и защищенный смартфон. Помимо этого, постоянный розыгрыш — это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео в конце месяца на стриме. Чтобы посмотреть, как это происходит, приходите на лайв-канал и смотрите по ссылке в описании. Подписывайтесь с колоколом, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Там есть эксклюзивный контент. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в 3 вариантах расцветки. Это черная, белая и оранжевая. Внешне смартфон выглядит хорошо, даже в стоковом чехле. Тыльная часть выполнена из матового пластика, как и рамки. Во всяком случае, тактильно материалы ощущаются именно так. Корпус марки, но в моем случае из-за расцветки отпечатки пальцев практически не видны. Сборка, как и качество материалов, хорошая. В руке без чехла смартфон лежит очень удобно. Из рук не выскальзывает. Использовать смартфон одной рукой можно без проблем. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания и качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, это же супер лоу-кост. 2 микрофона, динамики основной и 1 разговорный. Звучание здесь моно и технология Real Sound на борту. Мини-джек присутствует, а вот ИК-порта традиционно для BBK нет. Защита от влаги не заявили, что тоже в принципе вообще неудивительно. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 2412 на 1080 точек, наш любимый Full HD+, стандартненький. Соотношение экрана к корпусу 90,8%. Неплохо для дешевого смартфона. Опять же, дешевого не по железу, сейчас поймете, о чем я. Матрица экрана абсолютно плоская, 16,7 миллионов цветов и насыщенность цвета 96% NTSK. Плотность пикселей 401 ppi, что очень даже хорошо и эталонно в принципе, а это у бюджетника. Пиковая яркость 600 нит, что для IPS тоже космос. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости экрану не хватает летом. Но ничего другого и не стоило ожидать от IPS. В принципе, прочитать что-то можно. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также и 60 Гц и автогерцовка. Частота дискретизации касания честные 240 Гц. Результаты теста вы можете наблюдать, как всегда, на экране, и он однозначно радует. Автояркость работает хорошо. Под разными углами экран слегка темнит, но тон картинки не меняется. Далее, мультитач есть, но экран по факту довольно долго откликается на 10 касаний. И вот для этого я как раз эти тесты и делаю. Видите, допустим, у этого, считайте, смартфона с этим делом довольно приличные проблемы. Возможно, с прошивками допилят, но сейчас так. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает также хорошо, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, и он средних размеров. Экран в целом для IPS неплохой, я бы даже сказал хороший, не считая стандартной проблемы для этого типа экрана, и как нехватка яркости при использовании смартфона в солнечный день на улице. С IPS всегда так. С другой стороны, шим по глазам не бьет, и супер яркость тоже. В настройках, разумеется, все можно подогнать под свои предпочтения. К примеру, можно воспользоваться цветовым режимом. Защита глаз на борту, что хорошо. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI 3.0 на базе Android 12 версии. Обновление прилетало сразу же из коробки. Оперативная память LPDDR4X не последняя, но и неплохая, и доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутреннее расширение памяти еще плюсом до 5 ГБ бесполезных. Внутренняя память UFS, и по результатам теста версия не выше 2.2. На выбор 128 или 256 ГБ, расширить память, вставив microSD, возможность есть, что очень даже хорошо. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, что нас не особо волнует, если не в центре Москвы и Петербурга вы живете. Стандартно. Для 4G сетей 7 бенды на борту, а вот 20-го не завезли. В больших городах связь смартфон ловит отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчик приближения отрабатывают также без нареканий. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Напоминаю, что у меня
китайская версия смарта. В глобальных версиях смартфонов вообще данную функцию обычно вырезают, либо оставляют, но с уведомлением собеседника о начале записи разговора. Притом это касается не только Realme, а любых смартфонов. VO LTE и VO Wi-Fi. Вибромоторчик слабенький, вдобавок настроить силу вибрации нельзя. Bluetooth не самые последние версии 5.1, ну и не самый древний. NFC-модуль отсутствует, к слову, как и у Realme Q5 Pro, обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. По большому счету это просто вот Realme Q5 что-то проще, потому что у Q5 Pro идеальный 870 Snap. Из навигации на борту GPS от GPS Beidou GLONASS. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях. Для процессоров от Qualcomm данный результат является эталонным, стандартным и лучше не бывает. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PCMark смартфон выдал неплохой результат. В 10 часов 8 минут и осталось еще, разумеется, 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается от родного адаптера питания смартфон от 0 до сотки за 52 минуты. Беспроводной зарядки нет, а функция OTG стандартно на борту. Поедает просмотра на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 6%. За час игры в Genshin Impact улетает 29% при максимальной графике и 100% яркости. Играть, на удивление, можно спокойно. Подвисания и лаги проскакивали, но очень редко. Экран яркость не понижал, смартфон нагрелся, но незначительно. С более легкими играми, к примеру, Standoff 2, смартфон справляется отлично. Играть на смартфоне более чем удобно, что является большим плюсом. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 199 гипсов, минимально, максимально 226 и в среднем 216 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 686, в мультикоре 1972. 3D Mark показал Wildlife 1135, Wildlife Extreme 337, Wildlife Stress Test 1218, Wildlife Extreme Stress Test 362, Slingshot Extreme 2918, Slingshot 4108. В Antutu устройство выдало 394 тысячи попугаев, почти 400 тысяч, это прям очень круто, учитывая его стоимость. Storage Test показал себя неутешительно, я бы сказал, что довольно плохо. 18672 балла, это прям печально, учитывая, что процессор, с другой стороны, попугаев выбивает почти по максимуму. А вот память здесь медленная. 45-минутный стресс-тест прошел, но не идеально. Результаты вы также можете наблюдать на экране. Странно для этого проца, обычно все лучше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с углом обзора в 77 градусов и 2 модуля по 2 мегапикселя, такие как макрообъектив и портретник. Считайте как затычки. Запись видео доступна у основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps, 60 fps на данный момент залочены, возможно, разлочат потом. Цифровой стабилизации, как и оптической, не завезли. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей с углом обзора в 79,3 градуса. Находится он в верхнем левом углу экрана. Максимальное разрешение для съемки видео с фронтального модуля 1080p 30 fps. В стоке смартфон имеет небольшое количество различных режимов, но стандартные на борту, за что спасибо. В основном отснятый материал лучше смотреть на самом смартфоне. Стабилизация, повторяюсь, отсутствует по мне. Плюс еще присутствуют пересветы. Может быть, на планшете стоит еще смотреть, но точно не на больших телевизорах. Но в целом видеосъемка неплохая, как и фотосъемка. Если вспоминать стоимость, 500 раз уже напоминаю. Короткий пример вы сейчас увидите. Тест основной камеры Realme и странно 1080p 30 fps, а стабилизация практически нулевая. Сейчас перейду на 30 fps, на 720p, потому что, ну, это ни в какие ворота. Я вам скажу, что даже 720p 30 fps, как вы видите, стаб нулевой. Это прям ультра-ультра-ультра бюджетник какой-то получается, хотя фото вроде ничего. Фронталка 1080p 30 fps, разумеется, как будто мультяшный. Вы видите, как он перекручивает цвета. Раз, два, позади меня просто одна белина. 3, лицо пластилиновое, то есть это не улучшалка, он просто не справляется. Но с другой стороны, я не знаю, мне кажется, здесь даже фронталка лучше основной камеры. Основная не лучшая. 1080p 30 fps, тест в машине. И X6 максимум. Ну это прям цвет, блеск, красота. В смартфоне до 10 тысяч рублей. Напомню, вот сегодня я, допустим, снимаю на него обзоры, и он выходит в 9800. И даже если он будет выходить в 12, я считаю, что более чем адекватный ценник. Почему? Вы сами видите, что даже двухоконный режим есть. Даже можно X2 делать. В принципе, камера лучше, чем он стоит.
Опять же, может быть, я все еще в плену этих ценников, когда курс был мракобесный, и то, что я сравниваю в своей голове с ним, сейчас стоит там 6-7, но вот так. Немного фронталки, 1080p, в движении колбасит его меньше, чем Redmi 11E, который я сейчас также тестировал, ну и значительно больше, чем, разумеется, Oppo Find X5 Pro. Но если встать, и, допустим, вы будете вещать что-то даже без стабилизатора, длины рук мне хватает, чтобы снимать полностью лицо, это раз, не вытягивая полностью, с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы, конечно, рыбий глаз чуть-чуть, но опять же, много чего хочется, мало что получается, особенно с фронталок. Ты особо там не разбежишься. Немного двухоконного режима, и вы видите, что можно менять, но единственное, двигать. Опа, вы ощущаете? В некоторых смартах дороже $300 таких функций нет, тем более в стоке. А тут, пожалуйста, можно рукой двигать, можно X2 делать. Молодцы программисты Урилами. Но опять же, молодцы для китайского рынка. Смарт-то не для российского рынка. Хотя, еще раз напоминаю, русский язык на борту, гуглы есть, и стоимость очень даже приятная. Пока, сегодня. Не знаю, какая она будет, когда вы будете смотреть. Потому что, опять же, эффект интересный прошел, что хотя курс сыграл вниз, вот, допустим, сегодня курс не повысился на Али, а ценники продавцы стали в долларах увеличивать на некоторые смартфоны. Вот такая вот беда. 1080p основная камера, и вы видите, как даже с двух рук стоя она трясется. То есть здесь при любом раскладе нужен стабилизатор. С другой стороны, опять же, тот же какой-нибудь Osmo за 1002 бэушный более чем хватит. Хотя не понимаю, ну это не камерафон, разумеется. Но для домашней съемки, наверное, будет более чем достаточно. Тем более, снимаю сейчас против солнца. Если развернуться, то картинка уже лучше. Основная камера 1080p 30 fps, 60 залочены. Вполне возможно, их разлочат, но зачем, я не знаю, потому что вы сами видите, что стаб здесь никакой. Если снимать стоя на месте, то как-то он, конечно, пытается. Буду это раз 30 за ролик повторять, наверное. X6 муть. Основная камера, ветер, как и солнце, в смартфон. Пример съемки с двух рук. Стабилизатор, вот как я вижу, работает не очень хорошо. Если сделать упор у смартфона, ну лучше. Немного фронталки в парке, конечно, тяжело, что приходится очень сильно вытягивать руку, практически полностью, для того, чтобы более-менее было видно, что позади. Но позади хватает, к слову. Не идеально, но я думал, все будет намного хуже, учитывая, что, опять же, съемка ведется против солнца. Камера 1080p, съемка с двух рук. На месте стою. Много двухоконного режима. Парк, Крестовский остров. Основная камера. Съемка с двух рук. Буду смотреть, так ли сильно видео реально колбасит, когда эту запись я скину на компьютер. Встал, постарался снимать медленно. И вы для себя оцениваете, сможете ли вы так снимать, и удовлетворит вас такая съемка или нет. Учитывая стоимость, должна удовлетворить. Ну, фото в темноте вы уже видели. Вот сейчас вы видите видео в абсолютной темноте. Никаким образом здесь ничего не подсвечено, никаких кружков нет. И даже если включить, допустим, в месте, где уже довольно светло, вот сейчас вы видите, фронталка без подсветки не осиливает ничего. Если брать основную же камеру с недостаточным освещением, опять же ночью, вы благополучно сможете включать подсветку и флешем этим что-то там снимать. Суперсъемкой не назовешь, но хоть что-то
в отличие от фронталки. Минусы: нет NFC, нет 20-го бенда, нет ЭК-порта, не хватает яркости экрану, что естественно для IPS. Монозвучание также не особо радует. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Учитывая, что сегодня воскресенье, Али еще не поменял курс, если вы смотрите в тот же день, когда я выгружаю ролик, считайте, что однозначно смарт покупать выгодно. Что будет завтра, это вопрос. Если вам нужна рабочая лошадка, которая имеет возможность тянуть большинство игр на ура, не лагучая, с хорошим запасом и отличным внешним видом, ну прямо цвет, блеск, красота. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Там я туда скидываю примеры, допустим, работы тех же смартфонов еще до обзора. Количество попугаев, ну и выгодные цены, разумеется. И резюмировать я хочу довольно просто. Почему? Потому что если вам нужен смартфон не для съемки, разумеется, выход пишется на него, то этот смартфон, разумеется, стоит рассматривать. Но помните, если вы планируете использовать MirPay, NFC здесь нет. Про бенды, опять же, все повторяют в тысячный раз. Если вы живете в маленьком городе, вам нужны глобалки, вам нужны 7-е, 20-е бенды. Если вы живете в большом городе, 20-й бенд не критичен. Поэтому однозначно девайс сюда. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры. Участвуйте в розыгрыше, добавляйтесь в наше комьюнити. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.